За моей спиной бывший технический выход в сторону кольца, крайний фонарь правее метро. Объект создавался со стороны кольцевой линии в обратном направлении. Грунт взрывали, дробили, на вагонетке складывали, они же троллей, и отправляли к кольцу. Там наверх все поднимали. Вокруг желтого здания даже не было ограждений. Работали обычные метростроевцы. По секретности никто ничего не подписывал, никаких документов. Работали по легенде. Создание здесь понизительной электростанции для первого участка кольца. В метро у нас такие есть, понизительные и распределительные электростанции. Поближе здесь нам не получится подойти решетка замком, а этажом выше бывший пеший офицерский выход. И там у нас нет ни решетки, ни замка. Поднимаемся. Товарищи, за моей спиной бывший офицерский выход на станцию Таганская кольцевая. Когда на станцию с поверхности спускаетесь, первый и второй эскалатор, после второго до прохода к поездам по правую сторону двойные двери с надписью над ними «Служебный вход». Это сюда. Будете в метро, не пытайтесь в них войти. Оба объекта гражданские, а взаимное проникновение и нарушение закона Российской Федерации. Однако с нашей стороны поближе можно ознакомиться, пройти до красной ленты. Прошу.
Товарищи, мы с вами в соседнем блоке оказались. Как видите, здесь ресторан. Раньше, конечно, все по-другому было. Здесь стояли телеграфные аппараты на всем втором этаже, которые недавно вы нажимали. Шум был неимоверный, 400 единиц техники, не в унисон работают. Но телеграфистки была такой профессией, конечно. По выходу на пенсию у многих были проблемы со слухом. Те времена, те технологии. С той стороны, на первом этаже был буфет, санчай, склад продовольствия, а под нами был склад сопутствующих бумаг для телеграфных аппаратов. Рулоны А4, рулоны шифровальных лент. И сейчас с вами мы сразу уходим в инженерные части объекта. Там будет темно, холодно. Ну, холодно-то разберетесь, знаете, как согреться. Если нет пары согреться, найдите. А насчет света, не беспокойтесь, у меня есть специальный фонарь. Что нужно, подсвечу. А что не нужно, сами подсветите, у каждого в телефоне по фонарю. Продвигаем. За моей спиной, товарищи, бывший грузовой выход в сторону кольцевой линии. Перед вами гермодверь настоящая, 4-тонная, а за ней сразу перегон кольца. Поезд будет проезжать, услышим, но очень тихо, дверь настоящая и звук хорошо изолирует. Здесь, когда объект был по прямому назначению, заставляли крупногабаритные грузы, разгружали. Станции там нет никакой. Скидывали настилы из составов, тащили до вагонеток. Вагонетки поближе раньше стояли. И в то время были еще рельсы. Удобным образом потом все развозилось по блокам. Посмотрим в правую сторону, увидим спильные трубы. Про них мы еще по ходу вернемся. А сейчас разберем с вами стены ходков. Вот такие стены нам уже известны. Мы когда из желтого здания спустились, такие уже видели. Изначально они выглядели вот так. Железобетон метровой толщины. А что это какие сосуды? Потом, когда в 79-м пробили это подземное озеро, объект затонул вот по эту черную линию. Откачали воду, начали менять оборудование. И стены тоже решили укреплять. Укрепляли следующим образом. Отверстия высверливали в бетоне под 40 сантиметров. Забивали арматуру, брали стальные листы сплава Т10 сантиметровой толщины, в них по отверстиям, согласно тому, что стену пили, насаживали, обваривали, ну, тоже малыми квадратами сталь насаживали, тоже наваривали, и получали, по сути, анкерные крепления, которые держат сами эти листы по 100 килограмм каждый, а они друг с другом герметично сварены. И главное, это не пропускает грунтовую воду. Однако, если все это из щелей образуется в псевдоручей, то проще пустить на объект, чем заизолировать, а потом гадать, когда от стены отстрельнет. Но раз пускаем, то нужно откачать, иначе все самозатонет за считанные месяцы.
Этот ручей под нас уходит непосредственно под нас. Мы стоим-то не на полу, а на дренажной системе. На ней, в принципе, стояли всегда, как только из желтого здания спустились. И по ней будем сейчас с вами продвигаться до нашего дальнего блока. Концентрация откачки грунтовых вод. Пока будем идти, насладимся прогулкой под Москвой, самый наименее технический ход. Значит, посмотрим сначала сюда. Увидим несочетаемые туннель станционный и палатка. Палатка, конечно, от дождя здесь. А чего же еще? Здесь, конечно, квесты еще проходят, кроме экскурсий. Вот палатка для этих моментов. Вместо палатки здесь стояли дизель-генераторы корабельного типа. 3 штуки по 650 киловатт каждый. От генераторов обратно к воде с вами перейдем. Там видели ручеек, слышали. Вот представим, что в каждом блоке с каждой стороны подтекает. Если поставить каждый блок в каждую сторону по насосу откачки грунтовых вод, в автономном режиме съел бы целый генератор. А объекту бы на двухтяжка было. Инженеры, конечно, это все изначально продумали. Каждый блок горизонтально наклонен на полметра, как и станции нашего метрополитена. Они все наклонены, чтобы в одну сторону водичка стекла и была откачка. Но здесь несколько сложнее, здесь 4 станции. Поэтому вот из ресторанного блока мы с вами вошли в эти инженерные части с 1-го этажа, больше никуда не спускались, не поднимались. А в этот блок зашли со 2-го, из центра. Он глубже, чем все остальные. Поэтому самотоком вся вода сюда и протекает. Вот на отлично, вот на. Потому что откачивается. За сутки вот по эту линию может натечь. Вот видите, здесь ниже, здесь очень мокро, а здесь потом выше сухо. До 140 кубометров воды может затечь за сутки. Это как на семью помыться на год, а здесь за сутки. Ну, правда, столько же откачивается. Насосы серьезные стоят, 140 кубов могут за час откачать. Сами насосы за той стеной, за палаткой, там же трансформаторные. На повышение вольтажа до 1000 вольт. Ну, такие, конечно, на 220 работать не могут. Вот туда, к сожалению, мы с вами не пойдем, пока в Российской Федерации закон не ввели, что можно водить экскурсии в трансформаторной будке, мы воздержимся. Как ведут, нам будет не жалко. Поэтому возвращаемся к генераторам. Они здесь стояли, и выхлоп должен был уходить на поверхность каждого по трубе, соединялось в одну, в итоге пристыковывалось все к этой трубе. Это не людской ходок, а именно газово-выхлопная труба. Лестницу уже музей добавил. Ходили когда-нибудь по выхлопной трубе автомобиля, товарищ? Ну, сейчас будете после экскурсии рассказывать, что ходили. Там, да, там проход не для нас, а для газов, там пола нет. Там пол-потолок, полукруглый, с оголовками анкерных креплений. Поэтому хороший массаж пяток в придачу. И про квесты все вам рассказываю, поэтому добавляю квестовую составляющую. Там, как видите, темно, но свой фонарь я там включать не собираюсь. Продвигаемся как есть.
А особое, правда, внимание обратите на ступеньки, они разной высоты, не споткнитесь.